А вы знали, что Снежного Человека и Бигфута искали даже правительственные экспедиции? Что им удалось найти? Я расскажу вам про несколько самых масштабных попыток поймать Йети и чем они закончились. А в конце покажу самые качественные кадры, на которых удалось запечатлеть этого монстра с детенышем. Вот вы, например, знали, что телеканал Discovery даже запустили свой проект по поимке Бигфута. Даже название знаковое – «В поисках Снежного Человека». 4 исследователя отправляются на поиски мифического существа – Йети или Бигфута, который, по слухам, скрывается в необъятных лесах Северной Америки. На протяжении множества серий команда сталкивается с загадками и следами, которые могли бы пролить свет на существование этого загадочного существа. Хотя ни одно из исследований так и не принесло окончательных доказательств, шоу снискало любовь аудитории и получило высокие оценки, став одним из фаворитов на Animal Planet. Начавшись 29 мая 2011 года, шоу завершилось 100-тысячной серией 27 мая 2018 года, а в 2021 вышла еще одна специальная серия. Да, реально 101 серия. Кто участвовал в этом масштабном шоу? В сердце экспедиции была команда из 4 ученых, каждый из которых внес свой уникальный вклад в поиски. Мэтт Манимейкер, основатель и президент Организации полевых исследователей Снежного Человека, уже более 30 лет посвятил себя изучению этого мифического существа. Родом из Лос-Анджелеса, Калифорния, он переехал в Огайо именно, чтобы поймать своего Бигфута. Клифф Баракман, более известный как Чак, происходит из Лонг-Бич, Калифорния, и сейчас живет в Портленде, Орегон. Он является аналитиком группы и известен своими многочисленными полевыми исследованиями, проводящими более 200 дней в году в дикой природе. Клифф также является джазовым гитаристом и обладателем степени бакалавра искусств. Джеймс Бобо Фэй, наибольший и самый коренастый член команды, известен своими переодеваниями в Снежного Человека для реконструкции событий, а они в шоу были постоянно. Родился и вырос в Манхэттен-Бич, Калифорния. Он привлек внимание общественности своим участием в эпизоде телешоу «Конан» и встречей с игроком Бостон Ред Сокс Дастином Педроей, который подарил ему бейсбольную биту с символикой Снежного Человека. Ну и, конечно, Рана Холланд, скептически настроенный член команды и полевой биолог, родилась и выросла в Су-Фоллс, Южная Дакота. Несмотря на свою скептическую позицию, интерес к Снежному Человеку у нее возник под влиянием увлечения ее отца этим феноменом. Девушка по ходу всей экспедиции задавала логичные вопросы, которые возникали у обычных обывателей. Важно понимать, что экспедиция не ставила под сомнение существование Снежного Человека, а скорее документировала усилия этой команды в поисках и изучении потенциальных улик. Как строилась экспедиция? Каждый эпизод шоу «В поисках Снежного Человека» начинается с захватывающего момента, когда команда отправляется к месту, где были зафиксированы следы Снежного Человека, будь то фото, видео или аудиозаписи, а также свидетельства очевидцев. Исследователи не только встречаются с тем, кто собрал доказательства, но и проводят детальное воссоздание событий, используя ту же технику, что и свидетель, чтобы сравнить размеры и масштабы увиденного. Часто используются специальные костюмы для реконструкции событий. С началом 2-го сезона один из участников остается на месте для проведения одиночных ночных расследований в течение нескольких ночей. В это время остальная часть команды устраивает собрание в ратуше, куда приглашаются жители для обмена собственными историями о встречах со Снежным Человеком. В штатах с высокой активностью таких существ, как Вашингтон, эти встречи могут проходить по приглашению. Слушая рассказы свидетелей, исследователи отмечают места наблюдений на карте, что помогает им выявить возможные закономерности и направления движения Снежного Человека. Затем они посещают 3 самых известных места встреч, обычно расположенных недалеко друг от друга. Для финального ночного расследования команда разрабатывает уникальный план, включая использование звуков, света, лодок на озерах или бесшумных электрических квадроциклов, а также имитацию звуков, похожих на коммуникационные сигналы Снежного Человека, такие как стук по дереву или вой. Используя технологии ночного видения и инфракрасные камеры, команда старается зафиксировать любые необычные происшествия, заключительные выводы команды и возможные улики, такие как фотографии с камер или результаты анализа ДНК, представляют в конце каждого эпизода или после титров. Звучит серьезно, но что удалось найти за 100 серий?
Сезон за сезоном ожидания наполнялись надеждой на то, что на этот раз команда наконец столкнется с неопровержимыми фактами. И что вы думаете? Несмотря на все усилия, подлинные научные доказательства так и не были найдены. Вместо этого зрители видели лишь косвенные свидетельства, которые, хотя и поддерживали интерес аудитории, не служили окончательным подтверждением существования снежного человека. Самыми распространенными находками были странные следы на Земле, внушительные отпечатки длиной до 30 сантиметров, которые обнаруживались от густых лесов северо-запада США до горных районов Гималаев. Но каждый раз вставал вопрос: были ли это подделки или следы других животных? Экспертные мнения не приносили ясности. Аудиозаписи, которые команда называла криками снежного человека, также вызывали много вопросов. Записанные ночью, эти звуки действительно казались необычными, но могли принадлежать другим животным, например, койотам или совам, что делало их неубедительными как доказательство. Неопределенные силуэты, пойманные на камеры ночного видения, время от времени предъявлялись как возможное доказательство присутствия снежного человека. Однако эти изображения всегда оставались слишком размытыми, чтобы сделать однозначные выводы. Особый интерес вызвал эпизод с обнаружением волос, найденных на ветках. Предположения о том, что они могли принадлежать снежному человеку, были быстро развеяны после анализа, который показал, что это был мех обычного медведя. Рассказы очевидцев из разных уголков мира о встречах с существами, напоминающими огромных обезьян, ходящих на двух ногах, тоже поддерживали интерес к шоу. Но, как и все прочие свидетельства, эти истории так и остались лишь рассказами без физических подтверждений. Так, несмотря на все старания команды шоу Discovery, окончательные доказательства существования снежного человека так и не были представлены. Но не расстраивайтесь, я для вас приберег несколько качественных видео. Например, на западе Канады камеры наблюдения за дикой природой зафиксировали нечто необычное – огромное существо, напоминающее мифического йети. Это уже второй случай в 2020 году и один из десятков за последние годы, когда сообщается о возможном наблюдении Бигфута в этом регионе. На видео видно, как странное мохнатое существо высотой около 3 метров и шириной более метра медленно перемещается за деревом, перекатываясь с ноги на ногу. Интересно, что форма тела существа больше напоминает голову и плечи гориллы, а не медведя, что может указывать на присутствие Бигфута. Поддерживает эту теорию и инцидент, зафиксированный ранее на той же камере. 2 оленя внезапно убежали, словно были испуганы неожиданным появлением крупного хищника. И да, видео было проанализировано, следов монтажа или фальсификации не обнаружили. Но не думайте, что только в США охотились за йети. В 1957 году вышедшая в Москве книга англичанина Диренфурта «К третьему полюсу» вызвала бурю интереса к легендам о неуловимом человекообразном создании, которое могло обитать в отдаленных районах СССР. Истории о возможном присутствии снежного человека в глухих уголках страны подхватили не только общественность, но и высшие эшелоны власти. Представляете? Академия наук СССР не могла оставить эти слухи без внимания, и уже в январе 1957 года на заседании Президиума Академии вопрос о снежном человеке был поднят как единственный пункт повестки дня. Среди участников дискуссий были видные ученые, такие как физик-теоретик Игорь Там и антрополог Михаил Нестурх. Главный доклад представил Борис Поршнев, выдвинувший гипотезу, что йети может обитать в горных районах Памира. На основании этого доклада было принято решение организовать экспедицию, которой предоставили официальную лицензию и все необходимые условия для исследований. В местах, где предполагалось присутствие йети, был введен временный запрет для других путешественников, чтобы ученые могли не отвлекаться на посторонние группы. Экспедицию возглавил известный ученый Обручев, а его заместителями стали Поршнев и другие значимые ученые того времени. В комиссию вошли десятки членов, включая антропологов и альпинистов, что делало эту научную миссию одной из самых масштабных. Для получения окончательной санкции на проведение экспедиции докладная записка была отправлена в ЦК КПСС, где вопрос был быстро утвержден. Наука в СССР принимала прямое участие в подобных исследованиях, подчеркивая значимость не только научных, но и идеологических аспектов. Если бы йети действительно был найден, он должен был стать символом советского достижения и мощи.
Как можете догадаться, ожидания были высоки. Армия оцепила район, лучшие местные проводники и опытные служебные собаки были в распоряжении ученых. Однако, несмотря на все эти меры, экспедиция вернулась без каких-либо результатов после нескольких месяцев трудных поисков по труднодоступным территориям Памира. Этот провал стал особенно разочаровывающим на фоне того, что новости о предполагаемом успехе уже распространились по секрету всему свету. Вскоре после возвращения комиссия была распущена, а интерес к поискам Йети в официальной науке снизился, особенно после того, как к власти пришел Никита Хрущев, критически относившийся к подобного рода исследованиям. Думаете, это все? Последствия для участников экспедиции оказались серьезными. Многие лишились своих должностей и перспектив в карьере. Тем не менее, страсть к поискам Йети не угасла среди энтузиастов. Любительские экспедиции продолжали исследовать высокогорные районы СССР, а позже и России, на протяжении десятилетий. Один из интересных моментов произошел в 1986 году, когда исследователь Леонид Ершов нашел волосы, предположительно принадлежащие снежному человеку, в районе Лавозера на Кольском полуострове. Однако анализы показали, что волосы могли принадлежать неизвестному травоядному животному. Современные российские исследователи продолжают считать, что поиск и изучение возможных следов Йети может принести результаты, и уверены, что обнаружение снежного человека – лишь вопрос времени. Несмотря на это, большинство ученых остаются крайне скептически настроены относительно существования Йети, указывая на отсутствие убедительных научных доказательств. Хотя все изменилось в 2003 году, когда альпинист Сергей Семенов нашел на спуске с горы Куркурек лохматую ногу, напоминающую человеческую, но покрытую густой шерстью. По словам Семенова, нога принадлежала существу, весящему не меньше 100 килограммов и передвигавшемуся на двух ногах. Эта находка была отправлена на исследование в Алтайский аграрный университет, где рентген подтвердил, что это фрагмент ноги прямоходящего существа с необычными пропорциями костей и ногтями. Интерес к снежному человеку на Алтае возрос, и в 2004 году ученые из Сибирского отделения Академии наук и члены космопоиска отправились на новую экспедицию, но вскоре отказались от дальнейших поисков, заключив, что найденная конечность принадлежала человеку, жившему тысячи лет назад. Однако в 2006 году экспедиция была возобновлена в Усть-Коксинском районе. Местные жители, особенно из Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов, рассказывали о встречах с алмысом, местным названием снежного человека. По легендам, в древности между людьми и алмысами шла борьба за выживание. Жители также отмечали, что при встрече с существом испытывали головные боли и гипнотическое воздействие. Однажды, по словам Андрея Степанова из села Алтайское, Йети даже пытался похитить ребенка из казахской юрты. Несмотря на многочисленные рассказы, научного подтверждения существования Йети на Алтае так и не было найдено. Многие считают, что истории о снежном человеке не более чем способ привлечь туристов в регион, страдающий от низкого турпотока. Но чтобы вы совсем не разочаровывались, давайте покажу самые знаменитые кадры снежного человека, а заодно расскажу их историю. Видеопленка Паттерсона и Гимлина, снятая в 1967 году, по сей день остается одним из самых обсуждаемых и спорных доказательств существования Бигфута. Событие произошло в лесистом ущелье Блав-Крик в Калифорнии. По словам Паттерсона, когда он заметил волосатое существо, оно находилось всего в 7 метрах от него. Роджер взял камеру и начал снимать, как существо спокойно и достойно покинуло место встречи, иногда оглядываясь на людей. Спустя десятилетия эти кадры анализировались множеством ученых и специалистов по спецэффектам. Одной из последних значимых работ стало исследование Ноя Дэвида Хэнсона, антрополога из Техасского университета, который после тщательного изучения улучшенной цифровой копии фильма пришел к выводу, что речь о подделке идти не может. По его мнению, детали движения и анатомии существа на видео не соответствуют возможностям костюмов того времени, подчеркивая уникальность и возможную подлинность видео. Именно по этой причине кадры стали настолько популярными и разлетелись по всему миру, заставив тысячи людей броситься на поиски следов снежного человека.
Ну и напоследок, кадры, которые обещал в самом начале. Видео, снятое Эдди Ви его кузеном во время сплава на каяке по реке Касс в Мичигане, привлекло огромное внимание среди исследователей и любителей загадочных явлений. На записи видно, как огромная фигура, предположительно снежный человек, неуклюже пересекает реку, держа на руках более мелкое существо. Что это значит? Что рядом со взрослой особью находился ее детеныш. Что делает эти кадры особенно значимыми и уникальными в глазах общественности. После того, как видео было опубликовано и распространилось в социальных сетях, многие занялись анализом его подлинности. Эксперты из Rocky Mountain Sasquatch Organization провели тщательный анализ, пытаясь найти признаки монтажа или иные доказательства подделки, но никаких следов фальсификации обнаружено не было. Это усилило убеждение многих, что видео может являться одним из наиболее убедительных свидетельств существования Бигфута. Несмотря на скептицизм некоторых ученых и критиков, предполагающих, что видео могло быть постановочным или использовались костюмы, никаких доказательств фальсификации не было найдено. Этот случай на реке Касс стал новой главой в длинной истории поисков и наблюдений за снежным человеком, укрепляя веру в его реальность среди сторонников и исследователей. А как вы считаете, действительно Йети существует? Пишите в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр, друзья.